Как выживают женщины в самых жестоких тюрьмах мира? Какие касты и особенности там есть? Я Нокс, и сегодня я расскажу про самые суровые женские колонии и каково там находиться. Но не спешите жалеть всех этих девушек, ведь туда попадают не просто так. А в конце я расскажу про заключенную, которая пыталась убить ребенка, освежевала своего мужа и подала все это с овощами. И начну я с России. Женская исправительная колония Н-32 расположена на окраине города Пермь. Очень суровое и мрачное место, скажу я вам, в которое попадают только женщины-рецидивистки. Контингент тут весьма разношерстный, от воришек до девушек-убийц. Как проходят их дни? Большую часть времени осужденные находятся на работе. Местная швейная фабрика, на которой они трудятся, обшивает оборудование для МЧС, полиции и выполняет другие госзаказы. Иронично, не так ли? Посередине огромный пустынный двор с несколькими клумбами. Сами понимаете, тут не принято гулять. Женщины передвигаются только в группах, минимум по двое. Головы всегда закрыты платками. Самовыражение в этом месте запрещено. На стенах учреждения развешаны мотивирующие надписи, а вдоль строений на веревках вешается, сушится белье. На окнах висят персиковые шторы, а на полу несколько горшков с цветами. Все кровати, стоящие в ровных рядах, аккуратно заправлены и имеют одинаковые цвета. На каждой кровати висит лакированная фотография с именем заключенной. Полнейшее единообразие и абсолютная чистота. Тут нет такого бедлама, как в мужских колониях. Женщины меньше сопротивляются тюремной системе и строго следуют уставу. Да и выбора у них нет, ведь за оплошность одной будет отвечать весь отряд. У арестанток одинаковый дресс-код, темно-зеленая одежда и косынка на голове. Их распорядок дня включает подъем в 6 утра, завтрак, работу, обеденный перерыв и ужин, а также отбой в 22 часа. Средняя зарплата колеблется от 150 до 300 рублей в день, и эти средства можно потратить в лагерном магазине. Да уж, не густо. Кстати, в отличие от мужчин, женщин не бреют налысо, однако им запрещено менять прическу и цвет волос без согласования с администрацией. Что по насилию в колонии? Хоть администрация и отвергает все обвинения, но это место не зря считается одним из самых суровых в России. Унижение, самоубийство и постоянное моральное давление через свидания и ограничения, не говоря уже про межличностные отношения арестанток. Кстати, а какие касты есть в женских колониях? И тут я сразу бы хотел уточнить один момент. В женских исправительных учреждениях не существует жесткой иерархии, как в мужских зонах. Здесь структура более простая. Каждый отряд и камера имеют своих старших или смотрящих, которые являются наиболее авторитетными и долго находящимися в учреждении. Однако выбор старших происходит с согласия тюремной администрации, и их основная задача – поддерживать порядок, чистоту и дисциплину в камере, а также разрешать конфликты. Как они это делают? А здесь все зависит от администрации. Если она закрывает глаза на насилие, то и методы воздействия бывают весьма жестокими. От избиения до сексуального насилия с использованием различных предметов. Да, в женских колониях это тоже бывает. Есть, конечно, и более профессиональные заключенные, отбывающие несколько сроков. Они пользуются некоторым уважением и влиянием на остальных, но не как в мужских зонах. Таких девушек скорее побаиваются, но решает тут все администрация. Такая схема работает практически везде. На женских зонах нет петухов, но женщины могут объединяться в пары для интимных отношений, где одна является активной, а другая пассивной любовницей. Пассивные лесбиянки не вызывают отрицательных реакций и могут общаться с другими заключенными. Презирают тут только вонючек. Девушек, которые не хотят за собой следить в заключении, банально не моются и не соблюдают личную гигиену. Но, думаю, так в любом коллективе мерзкий запах всех отталкивает. Некоторые девушки объединяются в группы, называемые семьями, где они поддерживают друг друга и ведут совместное хозяйство. Отдельной категорией являются заключенные, предоставляющие сексуальные услуги администрации за привилегии или ништяки, ведь большая часть персонала в колониях – это мужчины. Хочешь вкусно кушать и звонить по телефону – умей вертеться. Какие статьи вызывают наибольшее презрение? Убийство своих собственных детей, особенно новорожденных.
И я прекрасно понимаю, почему такое отвращение. Кстати, раз начал про детей, вы знали, что в колониях сидят с малышами? В женских исправительных учреждениях, где действует система открытых домов ребенка, имеются полноценные родильные отделения для беременных женщин, отбывающих наказание в колонии. Ведь свидания с мужчинами никто не отменял. Да и иногда и сотрудники колонии могут оказать посильную помощь. Создание таких отделений направлено на обеспечение медицинской помощи беременным и обеспечение условий для нормального развития и проживания детей, родившихся в этих условиях. Осужденная мать имеет право на общение со своим ребенком в свободное от работы время, а также на совместное проживание с ним. После того, как ребенку исполнится 3 года, его могут передать на воспитание родственникам или другим лицам с согласия матери. В противном случае он будет направлен в государственное детское учреждение. Осужденной матери предоставляется кратковременный отпуск длительностью 15 суток без учета проезда для устройства своего малыша. Кроме того, администрация колонии предоставляет матери ежегодный отпуск такой же продолжительности для свиданий с ребенком. Если осужденной матери остается отбывать наказание менее года, ее 3-летний ребенок может оставаться в доме ребенка до освобождения матери при условии безукоризненного поведения самой матери. Но если быть совсем честным, не везде все так радужно. Женское исправительное учреждение номер 21 в Ташкенте известно на весь мир своим суровым отношением к заключенным. Фактически, это единственная женская колония, которая есть в Узбекистане, где сидят девушки с тяжкими преступлениями. Поначалу может показаться, что все не так-то уж плохо. В библиотеке заключенные имеют доступ к более чем 9000 книг, и 80% заключенных являются постоянными членами библиотеки. Семьи заключенных имеют возможность встречаться с ними на длительные и короткие сроки, в зависимости от степени родства. Например, родители, супруги и дети могут встречаться с заключенными до 3 суток, а остальные родственники – на 2 часа. Заключенные имеют право приводить своих детей в колонию, если дети младше 3 лет. В детском доме, где находятся дети заключенных, работают педиатры, психологи и педагоги. Они могут видеть своих детей 2 раза в день в течение 2 часов. После 3 лет дети могут быть переданы близким родственникам или отправлены в детский дом. В производственной зоне заключенные занимаются шитьем, отделкой фарфоровой посуды, вязкой носков и другими видами работы с 9:00 до 18:00. И даже труд оплачивается в зависимости от объема выполненной работы – от 1500 до 5000 рублей в месяц. Будто пионерлагерь, а не колония. Вот только на деле все немного иначе. По словам женщин, здесь царят насилие и жестокость. Женщин унижают, ломают, заставляют отдавать деньги и обслуживать в сексуальном плане администрацию. В случае неповиновения – избиение другими заключенными. Частенько случаются странные самоубийства. Но стоит только приехать проверке или съемочной группе, как все сразу прекращается. Но не только в СНГ все так сурово. Тюрьма строгого режима Valley State в штате Калифорния легко переплюнет остальные. Но и контингент тут соответствующий. Осужденные на крупные сроки, пожизненное заключение или смертную казнь. Отчеты журналистов и правозащитников, посетивших эту тюрьму, свидетельствуют о крайней агрессивности заключенных, что приводит к частым стычкам и дракам между женщинами. Администрация тюрьмы также жалуется на высокий уровень агрессии среди заключенных, но ничего не может предпринять в рамках правового поля. Драки часто заканчиваются серьезными травмами или даже порой смертью, поскольку женщины целенаправленно используют острые предметы, чтобы нанести друг другу телесные повреждения, включая порезы лица с целью обезобразить жертву. Сотрудники охраны тюрьмы также отмечают, что внутри тюрьмы часто происходят случаи сексуального насилия с использованием подручных предметов. Это свидетельствует о том, что даже в женских тюрьмах существует проблема сексуального насилия. Несмотря на то, что западные тюрьмы стремятся к реабилитации и исправлению заключенных, статистика освобождения из тюрьмы Valley State показывает высокий процент рецидива. Практически каждый второй возвращается обратно. Это свидетельствует о том, что модель исправительных учреждений может быть неэффективной в предотвращении повторных преступлений.
Если существует место, где адские муки становятся реальностью, то это без сомнения африканская тюрьма Мпимба в Бурунди. Название «африканская тюрьма» уже само по себе вызывает тревогу, но реальность превзошла самые страшные ожидания. Мпимба – не просто женская или мужская колония, а здесь, в принципе, нарушены все границы, разделяющие полы, и единственное, что стоит между ними – это тонкая стена. Избиение и пытки – обычное дело, но администрация этой ужасной колонии придумала нечто еще более мерзкое – дырки в стене перегородки, чтобы мужчины-заключенные могли снимать свое сексуальное напряжение с женщинами-заключенными, которых заставляют подвергаться этому под страхом жестоких наказаний. Даже сами охранники тюрьмы не стесняются использовать это отвратительное новшество. Результат такой абсурдной системы – взрывное увеличение случаев беременности среди заключенных. Дети рождаются и умирают в стенах этого ада, пока их матери страдают от ВИЧ и сексуального насилия. Добавьте к этому ужасную гигиеническую обстановку, отсутствие медицинской помощи и безнаказанность администрации, и вы поймете, почему Мпимба заслуженно становится лидером в рейтинге адских тюрем. Но давайте переместимся на край света, в Австралию. В тюрьме Сильвервотер, известной как Мулава, царит атмосфера строгости и страха. Это место, куда попадают женщины с самым мрачным прошлым. Исправительный центр, в котором содержится около 220 женщин-заключенных, является одним из самых суровых в Австралии. Здесь находятся женщины, чьи имена стали известны во всей стране благодаря своим жутким преступлениям. Среди них убийцы, каннибалы, растлители детей. Я в конце расскажу про самую жуткую мадам из этого места. Тюрьма Сильвервотер расположена к западу от центрального делового района Сиднея в Новом Южном Уэльсе. Ее стены каждый день принимают женщин со всех уголков страны, которые прибывают на тюремных грузовиках из различных штатов. Администрация тюрьмы строго следит за порядком и безопасностью. Чтобы вы понимали суровость этого места, вот вам пример. Каждый прибывающий заключенный проходит проверку на предмет наличия наркотиков или других запрещенных предметов внутри тела. Женщин, которые подозреваются в проносе чего-то, оставляют в пустой серой комнате без унитаза и раковины на несколько дней, чтобы содержимое ее желудка нельзя было спрятать. Насилие и жестокость тут тоже не редкость, но и контингент тут соответствующий. Вот знакомьтесь, это Кэт Найт, типичный заключенный Сильвервотер. Что она натворила? Давайте расскажу. 29 февраля 2000 года Кэтрин Найт внезапно перевернула свою жизнь и жизнь своего мужа, Джона Прайса, устроив тому настоящий кошмар. После того, как они занялись сексом, Найт почему-то напала на Прайса с ножом, нанеся ему 37 ран. Попытки мужа спастись были тщетны, и он скончался от полученных травм. Но это было только начало этой ужасной истории. Найт, обладая опытом работы на скотобойне, использовала свои навыки, чтобы разделать тело Прайса. Она обезглавила его, сняла кожу и расчленила его тело, точно так же, как она делала с животными на скотобойне. После этого Найт подготовила обед, используя части тела Прайса. Она приготовила голову Прайса в кастрюле на плите и запекла оставшиеся куски мяса в духовке. Обед был подан с овощами и подливкой, как будто бы ничего не произошло. Ужас этой истории настолько поразителен, что трудно поверить в подобное человеческое зверство. Найт была замечена в беспомощном состоянии, пытаясь покончить с собой после совершения убийства. Но, к счастью, она была задержана, и ей была оказана медицинская помощь. Однако выяснилось, что этот случай был не единичным. История отношений Кэт Найт с ее первым мужем, Дэвидом Келлетом, тоже была, в общем-то, так себе. С самого начала их брака Найт подвергла Келлета насилию. Даже в их первую брачную ночь она избила его и пыталась удушить, предположительно потому, что он уснул после полового акта. А одним из наиболее ужасных инцидентов, связанных с Найт, был случай, когда свидетели видели, как она катала своего новорожденного сына по городу в коляске и намеренно врезалась коляской в заборы, окаймляющие улицу. Но еще более ужасно то, что затем она положила ребенка на железнодорожные пути, пытаясь покончить с его жизнью. Ребенка спас местный житель, и Найт была помещена на лечение в психиатрическую больницу из-за послеродовой депрессии.
Как вы можете догадаться, просто так в тюрьмы не попадают. Хоть некоторые из них и ужасные, но и контингент бывает не лучше. Так что лучше туда вообще никогда не попадать, а попасть в нашу команду. Если вы умеете писать интересные истории, владеете навыками монтажа или озвучиваете видео на русском, английском и других языках, то пишите в нашего бота в Telegram. Ссылочка будет в описании. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих видео. Пока-пока.